Ну, сначала мы попробуем настроить свою иммунную систему. Ну, как и иммунную в том числе, и общую систему организма, на то, чтобы их упорядочить. То есть все светлицы, они что? Это такие упорядочиватели, то есть создатели порядка. Почему это важно? Ну, потому что мы все время имеем какие-то дела с какими-то порядками. Ну, вот возьмем какой-нибудь рецепт, да, то есть нам надо испечь пирог. И в нем есть последовательность действий. Раз, делай два, делай три. И тогда мы, если все эти действия сделали, мы получили вот в результате пирог с определенными характеристиками. Если мы начнем что-то менять местами, да, то есть что произойдет? Ну, что-то пропустили, что-то не сделали, ну, пирог будет совсем другой. Хорошо, если он будет. Но чаще всего он вообще не получится, и все скажут: нет, это что-то не то. Вот в нашей жизни тоже все время происходят какие-то события. События во времени. Мы живем в потоке времени. Да, то есть, а есть такое понятие, как счастье. Вот счастье, говорят, это тоже поток. Вот если мы можем поймать вот этот поток, то есть как бы как некая последовательность событий, которая нас ведет туда, куда нам надо. Ну, вот у нас есть счастье. Что значит счастье? Что мы связаны с чем-то еще, да, то есть мы часть чего-то более целого. Поэтому мы говорим счастье, да, то есть поэтому у нас есть возможность быть больше, чем то, что мы есть на самом деле. Но ведь мы на самом деле и есть больше, чем вот то, что мы можем наблюдать, как вот такого человечка. Почему? А все мы связаны вот с этим структурным уровнем. Значит, мы где-то имеем какую-то общую точку, да, точку сборки, в которой мы все ну, как бы представляем как бы части вот этого одного целого. Поэтому, а здесь мы еще дополнительно формируем дополнительную связь вот через данную структуру. Когда вы заходите в Бионет, регистрируете, вы там еще дополнительную связь создаете, да, то есть для объединения. Поэтому технологии светлиц, они созданы для того, чтобы можно было объединять. Потому что основной принцип, который чаще всего исповедуется в нашем мире, это разделяй власть. Но чтобы над вами не было какой-то вот лишней власти, вы можете вот объединять себя с чем-то более высшим, но опять же со своим высшим «я». Через свое высшее «я» создавать вот эти бионет-связи, формировать их и создавать локальные сети для себя. Да? То есть вы, когда зарегистрируетесь в этой системе, можете еще подключать через свою референтную ссылку, которая у вас будет, других людей. И тем самым вы повышаете свою устойчивость, тем самым вы повышаете возможности себя как такого сетевого объекта, который становится очень значим в этой реальности. Потому что мы хотя вот сидим здесь, да, вот в разных местах, но мы же, опять же говорю, излучаем. Наш свет со скоростью 300 тысяч километров в секунду во все стороны от нас идет. И от другого человека идет свет. Где-то эти света соединяются. Этот свет приходит ко мне, тот свет. Но я могу его не обратить внимания, он мимо пролетел вроде бы никак. Но он же все равно в меня вошел. Он слабенький, но все равно какой-то след во мне оставил. Я могу настроиться на этот след. И вот это качество, которое ко мне пришло, его усилить и принять. Потому что у другого человека есть то, чего у меня нет. А он уже наработал какой-то опыт, какие-то знания получил. Поэтому эти знания можно через световые взаимодействия напрямую в себе получать. Ну, для этого понятно, что если мы хотим это использовать на практике, для этого нужны дополнительные упражнения. Для этого мы должны что-то пытаться делать как возможность синтеза, то есть соединять вот эти света. Есть такая азбука световых отношений. Если мы ее не освоим, нам будет сложно что-то понять в этих вещах. Поэтому давайте мы сейчас попробуем помедитировать вот с этой структурой. Настроиться на нее, настроить свой иммунитет, настроить свои связи и создать условия для усиления самих себя. Не за счет того, что кто-то станет больше, за счет, ну, как перекачка каких-то качеств. Да, то есть, наоборот, так как это информационная система, да, то есть то мы качествами, когда мы обмениваемся, то у каждого становится только больше качеств, а меньше не становится. Ну, это как обмен идеями, да, то есть у меня есть идея, у вас есть идея, у тебя идея. Мы обменялись идеями, теперь у каждого есть две идеи, потому что до этого у нас было только по одной. То же самое касается бионет-связи. Когда мы начинаем их применять и усиливать, то у нас появляется как бы дополнительная подсветка со стороны других людей. И они при этом ничего не теряют, как ни странно. Да? Почему не теряют? Да они же и так светятся все время. От них свет все равно идет во все стороны, непрерывно.
что бы мы ни делали, мы все равно светимся, это он никогда не прекращается. Ну так надо использовать этот свет, да, то есть чего? Опять же, для соединения, для возможности что-то сделать вместе больше, чем мы каждый сам по себе. Почему? А потому что природа так устроена. Как устроена природа, как она создает новую информацию, как она создает новые живые существа, как идет процесс развития. Ну, как раз за счет этого идет. Один свет соединяется с другим, и на его базе образуется что-то новое, чего раньше никогда не было. Если это правильно организовано, световое взаимодействие. Понятно, что если оно неправильно, но один свет через другой прошел, суперпозиция световая физики нам говорит, что света не взаимодействуют, когда один друг с другом происходит. А когда они взаимодействуют? Когда они встречаются где-то в каком-то объекте физическом. Тогда они, что происходит со светом? Они взаимодействуют через поглощение части. Этот свет, часть поглотился, этот свет поглотился. И вот когда они тут соединились, вот тогда и получается что-то новенькое. Вот этот природный механизм, мы его постоянно используем, но неосознанно. А если мы его начинаем осознанно использовать, у нас появляется замечательная возможность стать создателями чего-то нового, то, чего никогда не было. То есть начать творить, потому что это основа того, чего мы хотим в этой жизни проявить. Вы даже если кто не хочет, он на самом деле все равно к этому стремится, потому что самое большое удовольствие человек получает от чего? От творчества. Поэтому давайте сейчас немножко потворим. То есть, хотя мы будем сейчас медитировать вроде бы каждый сам по себе. Да, то есть, но тем не менее, настраиваясь на вот эту общую структуру антивируса и релакса, мы тем самым создаем условия для сонастройки друг друга. И в этом случае у нас начнет проявляться что? Ну, некое качество, которое нет у каждого, но тем не менее оно начнет появляться как некий информационный след и создавать условия для того, чтобы это качество стало общим. Но мы-то направлены на какое-то его желание свое, на реализацию. То есть одновременно это метод реализации желания. Через вот такое сетевое взаимодействие мы можем проявить собственное желание. У нас своей собственной энергии не хватает на то, чтобы она проявилась в нашей жизни. А вот такая подсветка сетевая создает условия, чтобы наше желание начало в реальности проявляться. Если у нас начало проявляться в реальности то, чего не было, кто мы становимся? Но мы становимся творцами. Да? То есть мы создали новое время жизни, в жизни нашего желания. Но опять же, все наши желания, они могут иметь какую-то, опять же, точку сборки, как общая такая, как общая задача. У каждого есть своя собственная задача, да, то есть у каждого она проявляется в его жизни. А вот здесь появляется технология, когда мы можем через вот эти структурные взаимодействия решить задачу общего плана. То есть у нас почему-то, у нас моя задача не получается. Ну, не знаю почему, да, допустим. Но если мы попробуем решить более общую задачу, которая общая для всех, да, то моя задача становится частным случаем вот этой общей задачи. И тогда она будет проявляться не только у меня, она проявится у всех, как решение своей собственной задачи. Поэтому можно одновременно сейчас вот на этом видео сделать себе какую-то установку. То есть, что я хочу, какой целевой слайд я хочу получить в результате, когда у нас что-то произойдет. Я так понял, что уже все готовы. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас настраиваем свою иммунную систему. Надо ли глаза закрывать? Да можно глаза закрыть, потому что взаимодействие на структурном уровне идет не только через глаза. А общую задачу можем сформулировать, чтобы вот этот вирус быстренько свернулся и куда-то исчез. Зачем он нам тут мешает всякие, то есть даже куда-то съездить и невозможно. Вы закрывали границы, все сидят и боятся. Хотя, в общем-то, бояться особенно нечего, потому что всяких таких вирусов в кругом море, и все время мы периодически что-нибудь подхватываем, быстренько от этого избавляемся, выздоравливаем, и все нормально. Но чтобы мы не попали в какие-то неприятные ситуации, связанные с осложнениями, да, то есть надо укреплять свой иммунитет. Вот давайте его сейчас будем укреплять не только у себя, но и у других. Чтобы свет, который у нас будет идти от нас, он вы будете с кем-то взаимодействовать. Мы сейчас повзаимодействуем, а вы через свой свет передадите этот импульс по восстановлению иммунитета и другим. И тогда у нас пойдет, что мы будем распространять? Антивирус у нас пойдет, да, то есть в разные стороны, со скоростью света вокруг нас.
Ну, вот такая вот интересненькая задачка. Поэтому я сейчас включу музыку. И под эту музыку мы так потихонечку буду рассказывать вам, что надо представлять. То есть здесь мы делаем такое светопредставление. Вы будете представлять какие-то световые конструкции, у вас могут быть какие-то образы, да, то есть мы будем заниматься образованием нового света через формирование вот тех или иных образов, которые будут у вас возникать. Ну, кто-то уже участвовал в такой медитации. Музыку слышно немножко? Значит, давайте мы сейчас такую медитация «Дом» называется. А в ней такая библиотека. Ну, мы, каждый человек, это такой дом, это Вселенная на самом деле, домен во Вселенной. Поэтому мы в этом домене ищем в этом доме вот такую информационную систему свою, где есть знания о том, о другом, да, то есть, ну, и такая своеобразная библиотека, в которой хранятся различные знания, которые мы накопили, наши предки накопили, наш организм накопил в виде каких-то вот информационных файлов. Ну, условно говоря, это будет образ библиотеки. И там же есть часть вот нашей иммунной системы. Ведь иммунная система тоже имеет какие-то знания. Знания об этом мире. Какие кругом есть вирусы, бактерии, какие-то еще, может быть, неприятные вещества, от которых надо избавиться. И иммунная система на страже. Она, как пограничник, все время анализирует что-то. Ну вот, есть какие-то помехи. Что-то нам мешает нашей иммунной системе себя проявить. Давайте посмотрим вот на эту библиотеку. Это как некий образ. Как там книжки все эти стоят. Да? То есть, ну, это может быть книги, это могут быть какие-то видеокассеты, может еще какие-то видеофайлы. Неважно, как вы ее представите, эту библиотеку. Это вот некий образ какого-то помещения, а в нем что-то находится, какие-то информационные дела. Ну, пусть это будут книги, например. Да? То есть, как эти книги стоят в этой библиотеке? Ровненько все стоят, да? Аккуратненько, гармонично выставлены. Или как-то беспорядок какой-то есть в этом. Ну, давайте попробуем навести порядок. Возьмем их и расставим по порядку. Да? То есть, а какой порядок должен быть? Ну, где-то, наверное, есть какой-то каталог. Где этот каталог в вашей библиотеке? Как он организован? Все ли там хорошо? Все ли там тоже в порядке стоит в этом каталоге? Он упорядочен? Давайте его упорядочим. Сделаем его порядочным, чтобы он вел себя тоже порядочно. И нам помогал себя вести порядочно. И мы это делаем одним взмахом руки. Повели своим светом. Раз, и настроили тут все. Переделали картинку. Вот теперь у нас уже книжечки ровненько стоят. Вот у нас уже в этой библиотеке все налажено. И если организм обращается туда за вопросом, что это вот тут у нас такое пришло, то мы сразу раз, ответ на запрос, это вот такая бактерия. Нормально, она тут хорошая, она нам тут помогает, мы с ней уже давно дружим, пусть она живет и что-то делает нам полезное. Но строго на ней следим, потому что чтобы она тут лишнего не наделала. А вот какой-то вирус такой, что он тут нам принес, зачем? Что это за информация с этим вирусом пришла? Может, это информация от какой-то дальней цивилизации? Они хотят к нам донести какие-то знания, они чего-то там добились, выдающегося в своей жизни, и нам переслали вот в виде такого вот информационного вируса. Опять же, мы можем что взять? Мы можем взять этот вирус и взять его информационную часть в себе. Зачем нам вещественно, да, тащить на себя? То есть зачем нам функцию брать, когда мы можем взять волновую функцию, то есть ту информационную часть, которая
идет к нам с этой, как некие знания, как некая информация, которая нам будет нужна для того, чтобы мы жили хорошо, счастливы, и не только мы, и наши потомки, наши жили тоже хорошо и счастливо. Поэтому мы организуем в нашей иммунной системе новый порядок взаимодействия с этой системой. И тогда у нас появляются эти дополнительные каналы знаний. Вот у нас уже кто-то взял и провзаимодействовал с этим вирусом где-то, уже взял и выздоровел. У него есть теперь этот иммунный ответ в этой системе на то, чтобы правильно себя чувствовать. Зачем нам самим болеть? Да? То есть, пусть уже это знание, которое кто-то получил в виде вот этого информационного вируса, оно к нам приходит через свет, и нам этого достаточно для того, чтобы мы его могли принять. Почему? Потому что иммунная система у нас теперь хорошо работает, мы хорошо светимся, и к нам этот свет идет ровненький, чистенький. Ну вот, наладили мы все в порядок. Теперь мы берем тряпочку и аккуратненько, тряпочка, которая смочена водой, настоянной на светлице, протираем вокруг книжечки все, стеночки, полочки, стираем всякую пыль вековую, которая могла там накопиться. Зачем она нам нужна? Которая уже не нужна и никогда не пригодится. Сметаем всякую эту пыль, потом берем тряпку, протираем пол этой водой, очищаем. Библиотека начинает светиться. Она светится. Свет идет от каждого файла, от каждой книжечки, от каждой строчки в этой библиотеке. Этот свет образует такой световой кристалл. Это кристаллическая книга вашей иммунной системы. Световая кристаллическая книга. Мы полюбовались этим кристаллом, как он красив, какой он замечательный. И как он связан лучами с кристаллами других людей. И он может обмениваться теперь. И не бояться на самом деле, что какое-то придет что-то ненужное. Почему? Да потому что что не нужно, оно не пройдет через этот свет. Оно просто будет им брошено. Потому что он слишком яркий, и он не пропускает всякие ненужные связи. А связывает только с тем, что нужно вам. Для того, чтобы быть устойчивыми, радостными и счастливыми. Давайте теперь глазки откроем.